Доведем наши перемещения до логического финала и добавим анимации. Как вы уже, наверное, поняли, в движке все логично и взаимосвязано. Вот надо нам создать риг. Из чего он создается? Логично, что из скелета. Поэтому идем к скелету и просим его создать риг. Выбираем Create, а рига тут нет. Ищите его в другом скелете. Мне кажется это странным, что риг создается не из скелета, а из скелетной сетки, но эпикам виднее. Нам нужен Control Rig. Есть и альтернативный вариант, это модульный риг. Тот же самый Control Rig, только с оберткой и шаблонами. Если у вас персонаж с более детальным скелетом, то модульный риг будет вариантом попроще. Вы сможете создать сложный риг за пару кликов. Правда, модульный риг крайне нежный и чувствительный. Если вы зайдете с плохим настроением, то он сломается. Если зайдете не с той ноги, то он сломается. Если используете в нем Ctrl-Z, то он тоже может сломаться. Раньше он был таким. Сейчас, возможно, ситуация изменилась. Мы же будем использовать Control Rig. Он сложный, быстрый, гибкий, эротичный и безотказный. Как будто блюпринты с плюсами сравниваем. Но это действительно схожее сравнение. Называем его Rig Girl. Создадим отдельную папку для анимаций, затем отдельную папку для ригов. Переселим малыша в новую папку и начнем его настраивать. Тут куча бесполезных вкладок, нам нужна та, что со скелетом. Нам нужна нода FK-Chain, она автоматически свяжет наши кости с контролами. На вход она требует массив костей и массив контролов. Кости нам дали, а контролы нам не дали, поэтому создаем их вручную. Выделяем все кости, New Element, New Control, даже есть хоткей Ctrl-N. Контролы появились, но сейчас они декоративные. Выделяем все кости и вытягиваем на граф. Create Item Array, то есть создаем массив из этих костей. И тут уже можно сложить 1 плюс 1, но есть нюанс. Выделять нужно сначала первую, затем последнюю косточку. Если сделать наоборот, то и порядок в массиве будет обратный. Вытягиваем точно так же контролы и проверяем, что в обоих массивах одинаковый порядок. Думаю, ты уже догадался, к чему все идет. Подключаем кости к костям, а контролы к контролам. Все, риг готов. Проверяем. Можно изменить внешний вид и положение контролов. Для этого выделяем нужные контролы и ковыряемся в настройках Shape Properties и Shape Transform. Мне больше нравятся кружочки, а не шарики, поэтому я поставлю их. При выборе цвета движок завис. Но спустя время отвис. Я оставлю цвета красными. Создаем новый уровень, в котором и будем творить анимации. Удаляем ненужные штучки с уровня, типа Player Start и объемных облаков. Сохраняем LV Animations. Вытягиваем риг на сцену, и у нас автоматически открывается Level Sequence. Именно в нем мы и будем создавать анимацию. Для каждой анимации будет свой Level Sequence. Когда мы вытянули риг, то на верхнем уровне папок внезапно появился новый файл. Это тот самый Level Sequence, который у нас сейчас и открыт. Сохраняем все. Закрываем Sequence на всякий случай. И переселяем файлик в соответствующую папку. Наш персонаж может двигаться в 8 направлениях, а еще стоять на месте. То есть нам сегодня нужно создать 9 анимаций. Начнем с бездействия. Назовем файл lsgirlidle. Открываем его. Сейчас, если кликать по объектам уровня, то они все выделяются, что очень неудобно. Мы хотим трогать только контролы. Для этого есть кнопочка Select. Теперь, кроме контролов, ничего не выделяется. Сфокусироваться на контроле можно на F. Это очень важная кнопочка. Одна из самых важных кнопочек при анимировании. Открывает окно с кривыми. Его можно удобно расположить на соседнем мониторе, но сами понимаете, для записи придется выкручиваться так. Ничего необычного, самое обычное окно с кривыми. Позже вернемся к нему. Уменьшаем длину анимации, например, до 60 кадров. При 30 FPS это будет 2 секунды. Можно нажать F, и граф будет растянут по всей длине. Потом будем работать с кривыми. Там тоже используется клавиша F. В общем, полезная клавиша при анимировании.
Из полезного тут еще есть переключатель проигрывания анимации, то есть проигрывать анимацию один раз или бесконечно по кругу. Ключи по всем каналам пробиваются на Enter. Мы можем выделить определенный Ctrl или весь риг. И вторая очень важная кнопочка, одна из самых важных кнопочек, это автокей. Все, мы подготовились. Только девочка пока лысая. Выделяем недостающие меши и добавляем их через Add Selection from Content Browser. Они добавились с молнией, то есть они существуют только при использовании этого level секвенса. Ранее мы привязывали волосы и оружие через Parent Socket. Сейчас сделаем то же самое, но чуть-чуть по-другому. Для каждого предмета нажимаем плюс, затем Attach и выбираем риг персонажа, затем выбираем соответствующую косточку. Оружие встало криво, а вот если бы мы ранее сокет не удалили, тогда могли бы сейчас выбрать его, и оно сразу бы встало на свое место. Подгоняем оружие на глаз, сейчас нам точность не важна. Добавили все необходимое. Вообще есть способ попроще и универсальный, но о нем я скажу в конце. Сейчас мы пока просто знакомимся. Теперь нам надо поставить персонажа в позу, приличную позу. Включаем-выключаем глобальные и локальные оси, отключаем ненужные привязки и начинаем. Поворачиваем одну руку, поворачиваем другую руку. Готово. Мы закончили ставить персонажа в позу. Нам нужна зацикленная или луп анимация. Для этого первый и последний кадры должны совпадать, иначе при переходе из последнего кадра в первый будут возникать скачки. Выбираем риг и пробиваем ключи на Enter в первом и последнем кадре. Нажимаем первую очень важную кнопочку и открываем граф с кривыми. Можно анимировать через 3D Viewport, поворачивая контролы, но сейчас у нас нет в этом необходимости. Ничего сложного делать не будем, только простые действия. Добавим колебания тела по оси Z, то есть вверх-вниз. Для этого переходим в соответствующую вкладку, выбираем оба ключа и начинаем тянуть за усы. Если кривая выходит за предел экрана, то нажимаем F, как я и говорил ранее. Крутим усы до тех пор, пока не получим нормальных колебаний. Тут можно настроить поведение кривых в левой и правой границах, но это уже больше тем, кто разбирается. Можно ничего не менять, у нас это ни на что не повлияет. Кривой мы задали диапазон колебания, но мы также можем изменить значение ключей по оси Y. Это сместит центр колебания, нам это делать не надо. Теперь займемся ногами. Они сейчас в тупую следуют за телом, а это не круто. Давайте попробуем для начала сделать то же самое, что и с телом. Выделяем в Location Z сразу обеих ног, чтобы менять сразу обе ноги, как бы это логично не звучало. Крутим-крутим, а ничего хорошего не выходит. Выглядит очень скучно. Отменяем манипуляции с ногами. Нам надо подойти к этому как-то иначе. Может быть сзади, по-европейски. Смотрим, что у нас там находится, а там у нас Scale Z. Подходит. Также выбираем его для двух ног, выбираем все ключи и начинаем крутить усы. Вот это уже другое дело. Это уже уровень AAA. Растяжение, сжатие. Все как в Диснее. Только без геев. Но это не точно. Location попробовали. Scale попробовали. Остался Rotation. У нас для этого есть руки. Руки придется делать раздельно, так как мы поворачивали руку с оружием, и ее оси сместились. Тут все то же самое. Находим нужный Rotation и крутим усы до нужных колебаний. А высотой ключей определяем центр колебания. Всего два действия. Еще одна полезная кнопка – это колесо мыши. С ее помощью можно перемещать выделенные ключи по установленной оси, либо по обеим сразу. Я обычно ставлю Y, чтобы ключи двигались только по вертикали. По итогу что мы имеем на текущий момент? Две очень важные кнопки – это окно с кривыми и автокей, который мы еще не использовали. Еще две кнопки – это F и колесо мыши. И еще два действия с ключами – это усы и перемещение. Анимация получилась какой-то медленной, поэтому уменьшим длину до 40 кадров. 40 кадров уже лучше, но все равно не то. Ставим 30. А вот это уже хорошо. Сохраняем. Теперь нам нужно запечь полученную анимацию. Для этого кликаем PKM по персонажу и нажимаем Bake Animation Sequence. Для анимационных последовательностей создадим отдельную папку Animation Sequences и дадим соответствующее имя анимации AS Girl Idol.
Сразу бежим проверять. Это все-таки наша первая анимация. Поставим флажок УП. Он по большей части косметический, но для нас лишним не будет. При необходимости можно подправить скорость. Не поверите, но анимации бывают сложнее того, что мы сделали. И скорость таких анимаций проще поправить тут. Теперь нам бы подключить эту анимацию персонажу. Создаем анимационный блюпринт. Называем ABP Girl. Вытягиваем и подключаем нашу анимацию. Проверяем. Ничего не работает. В прошлый раз мы уже убедились, что ничего само по себе работать не будет. Этот анимационный блюпринт нужно где-то указать. И это где-то это наш персонаж. Точнее мышь со скелетом. Проверяем. Все работает. Но замечаем косяк. Персонаж почему-то летает в воздухе. Поэтому опускаем его немного. Теперь все хорошо. Я бы даже сказал прекрасно. Конечно же, хочется посмотреть на лицо нашего персонажа во время игры. Поэтому давайте рассмотрим два флажка. Два важных флажка. Это Use Controller Rotation Yaw и Orient Rotation to Movement. Что же они умеют? Зачем спрашивать, если можно проверить? Мы не будем менять их здесь, чтобы повторно не искать. Установим их через событие Begin Play. Просто пишем название нужного флага и выбираем Set. Первый флаг нашли. Ищем второй. А вот его тут нет. Поэтому смотрим, в какой группе он находится. Это Character Movement. Это наша компонента движения. Вытягиваем ее на граф и уже из нее тянем соплю и ищем нужный флаг. Нашли. Подключаем все и начинаем проверять, что меняется. Сначала пробуем снять все флаги. Персонаж двигается в направлении камеры, но мышь не поворачивается. Ставим первый флажок. Получаем наш исходный вариант. Персонаж всегда смотрит в направлении камеры. Ставим второй флажок. А вот это уже AAA. Проверим последний вариант. Какие-то скачки появились. В общем, не вариант. По итогу выбираем один из двух флажков. Когда прицеливаемся, выбираем первый флажок. Когда свободно двигаемся, второй. Это на будущее. И еще. Если ставить второй флажок, то при любом раскладе персонаж всегда двигается вперед. То есть, если мы нажимаем S, то персонаж разворачивается и двигается вперед. Поэтому можно сэкономить на анимациях. А вот для первого флажка придется делать анимации движения во все стороны. Ранее я говорил про декоративный луп. Давайте посмотрим, что делает этот флажок. Я создал копию анимации бездействия, снял в ней флажок луп. Скидываем ее в анимационный граф и видим, что флажок Loop Animation не проставился автоматически. А у первой анимации он проставился. Это уже реальный флажок. Если он не будет стоять, то анимация проиграется только один раз. Не будем терять время, нам еще 8 анимаций создавать. Дублируем Idle и называем FC – Forward Center, то есть движение вперед. Находим нужный rotation и вспоминаем, как двигаются ноги. Когда левая нога впереди, то правая позади. И наоборот. Делаем для ног противоположные синусоиды и готово. С ногами разобрались, а вот тело двигается совсем не на AAA, ему не хватает скачков. Оно должно подпрыгивать на каждый шаг. Поэтому отправляемся в кривую тела и пробиваем ключ по центру. Крутим усы и пытаемся понять, в какую сторону их направлять. Можно пробить дополнительные ключи для большей управляемости. Если колесиком кликнуть по кривой, то создастся ключ. Еще один плюсик в копилку этой кнопки. Крутим-вертим, пока скачки не станут красивыми. Готово. Из этой кривой мы выжали уже все соки. Теперь отправляемся к следующей. Движение вперед-назад. Проверяем. Фу, выглядит стрёмно, пропускаем. Дальше на очереди движение в стороны. Проверяем. Вот это уже интересно. Даже очень интересно. Оставляем, только подбираем адекватный диапазон. Займемся руками. Руками надо двигать поактивней. Правой вот так вот. И левой вот так вот. Вот так вот смотрю и не верю, что она вообще куда-то движется. Только ногами дрыгает и все. Что можно сделать в такой непростой ситуации? В движении не читается направленности. Значит, проблема где-то на глобальном уровне. Значит, и решение будет там же. Когда человек бежит, то он наклоняется вперед. Сделаем то же самое и в нашей анимации. Тело наклоним вперед.
а ноги отклоним назад. Вот теперь все стало лучше. Но анимации чего-то не хватает. D3PA, естественно. Это голова. Сейчас она как будто бы вшита в тело. Ну, вообще-то оно так и есть, но нет. Она должна прыгать как пружинка. Еще раз проделываем проделанную работу, только уже для кривой головы. И не забываем, что первый и последний ключи должны иметь одно и то же значение. Иначе будут неприятные скачки анимации. На этом мы закончили движение вперед. Запекаем анимацию. Впереди нас ждет еще 7 увлекательных анимаций. Опять бежим проверять, что там запеклось. И ставим луп. Сделаем еще парочку анимаций. Нам нужно еще минимум 3 анимации. Влево, вправо и назад. Следующая анимация центр лефт, то есть движение влево. Сделаем ход конем. Движение ног и всего остального у нас уже есть. Поэтому мы просто повернем по яу тело, голову и ноги. Переключение на 5 минут. Делаем так, чтобы она бежала в бок, но смотрела вперед. Закончили, запекаем. Запекли, сразу бежим ее смотреть и ставим флажок луп. Дублируем еще одну анимацию и называем центр right, то есть движение вправо. Ой, да вы уже все сами знаете. Делаем все то же самое, только в другую сторону. Потом запекаем, потом бежим проверять, потом ставим флажок и готово. Следующая анимация называется back center, то есть движение назад. Ее обязательно нужно скопировать от движения вперед, чтобы не было лишних поворотов. С движением назад все проще. Мы просто наклоняем тело в другую сторону. Тело наклоним назад, а ноги отклоним вперед. Дальше все по старому списку. Мы сделали 5 анимаций из 9. Это было нудно и скучно, поэтому нужно разнообразить работу и заняться чем-то посложнее, а именно использовать эти 5 анимаций в деле. Переключаемся на первый флажок. Как я уже говорил ранее, второй флажок использует только две анимации. Это idle и движение вперед. Для того, чтобы смешивать анимации так, как это нужно нам, используется Blend Space. Создаем его и называем BS Girl Movement. Ну либо Move, Walk или Locomotion. Тут уж каждый как хочет. Что мы тут иметь? Тут имеется две оси. Одна горизонтальная, другая, как несложно догадаться, вертикальная. Горизонтальную называем стрейф, ну либо каким-нибудь другим словом, обозначающим движение в стороны, а вертикальную называем forward. Указываем диапазоны от -1 до 1 для обеих осей. Центральная точка 0,0, то есть в центре у нас получается центр. Включаем Snap to Grid, чтобы анимации прилипали к сетке. Раскидываем наши анимации по прямоугольнику в соответствии с логикой. Если зажать Ctrl, то можно погонять зеленый крестик. В анимационном графе вместо Idle подключаем наш новенький и необкатанный Blend Space. Strafe и Forward вытягиваем сразу в переменные, будем их менять. Не забываем, что они должны быть в диапазоне от -1 до 1. Эти значения будут переданы в Blend Space, и там будет выбрана наиболее подходящая анимация. Остается рассчитать Forward и Strafe. Вот сейчас вот начнется мясо, вкусное и сочное. Начнем с цветочков. У персонажа есть множество компонент. Это и капсула, это и Skeletal Mesh, это и Static Mesh. А еще тут есть Character Movement. Это компонента, отвечающая за движение персонажа. Сейчас наш похотливый взгляд устремлен именно на нее. В анимационном графе есть нода TryGetPawnOwner. Она возвращает владельца данного анимационного графа, то есть нашего персонажа, но не как нашего персонажа, а как Pawn. Про наследование мы поговорим попозже. Если по-простому, то это наш персонаж, но в урезанном виде. Урезан он или нет, нам сейчас пофигу, это ни на что не влияет. Для расчета переменных forward и strafe нам в любом случае нужна скорость персонажа, а она хранится в той самой компоненте, на которую ты пару секунд назад похотливо смотрел.
Поэтому пытаемся достать эту компоненту из персонажа с помощью getComponentByClass. Таким образом мы можем достать любую компоненту из персонажа, но нам нужно знать класс компоненты. Для этого просто наводим курсор на нужную компоненту. Character Movement компонента называется Character Movement Component. Что ж, оригинально. Указываем ее в ноде и повторю, что таким образом мы можем достать любую нужную компоненту. Вытягиваем соплю и в самом низу ищем Velocity. Получили вектор. Из школьного курса мы знаем, что вектор – это две точки. Где же вторая? Все просто. Это и есть вторая. А первая точка – это 0,0. Имея обе точки, давайте построим прямую и посмотрим на нее вживую, если можно так выразиться. Для рисования прямой воспользуемся нодой drawTheBackLine. В определенных ситуациях эта нода может быть полезной, но чаще всего нет, поэтому можете не запоминать ее. Первая точка 0,0,0, вторая вектор скорости. Настроим еще цвет, продолжительность и толщину. Проверяем. Что-то вроде появилось. Давайте опустим уровень, чтобы начальная точка 0,0,0 была повыше. Вот теперь стало лучше. Можем убедиться, что эта линия показывает нашу скорость. Давайте вычислим длину вектора. Это будет реальная скорость персонажа. Мы можем учитывать или не учитывать z. Если не прыгать и не падать, то разницы не будет. Проверяем. Получаем 600. Это и есть наша скорость. Мы получали компоненту перемещения через getComponentByClass, затем из нее доставали скорость. Эпики не дураки и добавили возможность вытащить эту компоненту еще проще. Для этого пишем getMovementComponent. И результат будет тот же, но он более элегантный. Однако эпики вдвойне не дураки и добавили возможность сразу получить скорость. Для этого вызываем функцию getVelocity. Результат будет тем же, но это более элегантно. Отодвинем пока эти ноды в сторону и посмотрим на одну важную функцию. Очень важную функцию. getActorForwardVector. Давайте ее нарисуем. Линию будем рисовать также через drawTheBackLine. Проверяем. А вот эта прямая. Только она какая-то мелкая и вроде даже кривая. Все дело в том, что есть векторы нормализованные и ненормализованные. Конкретно этот вектор нормализованный, то есть его длина равна единице, а вектор скорости был ненормализованным. Домножаем его, например, на 100 и проверяем. Получилась какая-то каша. Это нам гадит второй персонаж. Удаляем этого повторюху, если он есть. Проверяем. Красота. Вектор направлен туда же, куда и персонаж. Проверим еще раз скорость и закрепим знания. Это, конечно, все здорово, но надо уже переходить к делу. У нас вообще-то есть две переменные – forward и strafe, которые ждут, когда ими займутся. Для определения forward сравним эти два вектора. Но сравнивать нормализованный и ненормализованный вектор как-то нечестно, не по-пацански, поэтому нормализуем вектор скорости. Теперь у нас есть два нормализованных вектора. Чтобы их сравнить, будем использовать скалярное произведение векторов. Нода называется dot. Это важная нода. Одна из самых важных и частых нод, поэтому сами понимаете, что с ней надо сделать. Скалярное произведение векторов показывает, насколько два вектора сонаправлены, то есть насколько они одинаковые. Проверять, как обычно, будем опытным путем. Все как по учебнику. Двигаемся вперед, векторы сонаправленные и значение 1. Двигаемся назад, векторы противоположные и значение -1. А ведь у нас в Blend Space как раз нужно передать значение от -1 до 1. Вот это, конечно, случайность, вот это нам повезло. Этот пацан делает за нас всю грязную работу. Мы же просто запишем результат вычислений в forward. У нас уже все настроено, поэтому проверяем. Завелось с первого раза. Второй брат getActorWriteVector так себе. Он используется редко. Есть еще третий брат, но его даже упоминать не будем. Отодвигаем все лишнее, время опытов. Подключаем writeVector и проверяем. Естественно, он тоже нормализованный, поэтому домножаем на 100. Красота! Ну реально красиво. Делаем то же самое, что и раньше. Проверяем, что получилось. Двигаемся вправо 1, двигаемся влево -1. А ведь у нас в BoneSpace как раз нужно передать значение от -1 до 1.
Вот это, конечно, случайность. Вот это нам повезло. Возможно, я потомок Ванги, а может даже кого-то покруче. Надо уже начинать отправлять с глаз на понос своим соседям, которые шумят с 6 утра. Подключаем переменную стрейф, и все опять заводится с первого раза. Даже как-то неинтересно. Подключаем обе переменные и смотрим на результат. Персонаж двигается во все стороны. Это прекрасно. Сейчас он ограничен только ленью аниматора. Посмотрим еще раз на Blend Space. С помощью скалярного произведения векторов, он же dot, мы определяем, где должен находиться зеленый крестик. К счастью, мы столкнулись с одной проблемкой. Анимации переключаются слишком резко. Включаем логику. Кто занимается смешиванием анимаций? Blend Space. Поэтому идем с претензией к нему. Он же выдает нам одно поле Smoothing Time, но 2 раза. Пишем туда желаемое время смешивания. Проверяем. Все красиво, четко. Не забываем, что у нас еще 4 анимации по диагонали. Копируем анимацию движения вперед и просто ее немного поворачиваем. Так сказать, закрепляем знания, полученные ранее. Запекаем первую анимацию, бежим проверять, ставим флажок и отправляемся на следующий круг. Тут я решил сделать ход конем и добавить зеркало для нашего скелета. Называем MDT Girl. Открываем, и там уже все установилось само. Как его использовать? Мы создали движение вперед-влево, давайте отразим его и создадим движение вперед-вправо. Пока все по старой схеме. Логично, что сам риг с контролами нам не нужен. Удаляем его. Для персонажа через плюс устанавливаем движение, которое хотим отразить, то есть вперед-влево. Кликаем ПКМ по анимации и ищем, куда бы впихнуть наше зеркало. Вроде сработало, но как-то неправильно. Поэтому запоминаем, что есть возможность отразить любую анимацию. В нашем случае она не сработала, поэтому идем делать ручками. Пересоздаем файл и делаем все по-старому. Я уже чай попил, анимации все еще создаются, и даже без моего участия. Все анимации сделаны. Добавим их в Blend Space. Но тут есть нюанс. Мы их добавляем в позиции 1.1, 1-1 и так далее. А таких значений у нас никогда не будет. Давайте в этом убедимся. Выведем на экран обе переменные. Для этого используем ноду Append, которая просто склеивает строки. Подключим их в первый и последний пин. А в середине добавим какой-нибудь разделитель. И идем проверять. Когда мы зажимаем вперед-влево, то наша величина 0,707, а не 1,1. Поэтому подгоняем Blend Space под наше значение. В Blend Space есть сетка, которую почти не видно. Подразбиваем ее на 6 частей. И располагаем крайние значения не в 1,1, а в 0,66-0,66. Получается такой сжатый по вертикали круг. Проверяем. Теперь все работает прекрасно. Но что-то все-таки не так. Мне кажется, что анимации какие-то медленные. У вас, возможно, все выглядит нормально. Это потому, что само видео ускорено. Заходим в анимации движения и выставляем приятное значение. Удаляем сообщения, чтобы не мешали. Наконец-то все. Мы начинаем заканчивать. Приводим проект в порядок. Перемещаем Blend Space в Animations. Не забываем чистить какашки. Пробегаемся по папкам и смотрим, что ничего лишнего нет.
А вот оно есть. Удаляем зеркало. Оно не пригодилось. Проверяем еще раз в гите. Даем название и коммитимся. Я говорил, что есть способ попроще и универсальнее добавить и настроить level sequence. Что для этого делается? Мы создаем пустой level sequence, открываем его, а он пустой. Логично. Когда мы добавляли волосы и оружие, то мы их выделяли и нажимали Add. Сейчас мы сделаем то же самое, только не будем собирать Франкенштейна, а добавим персонажа целиком. Выделяем персонажа, затем Add и Selection from Content Browser. Наш персонаж добавился, но у него нет рига. Поэтому нажимаем на плюс, видим отдельный пункт Control Rig, добавляем и готово. Обращаем внимание, что у персонажа появилась молния. Это значит, что он не привязан к конкретному уровню и создается динамически при работе с этим level секвенсом. Дальнейшая работа точно такая же. В нашем случае без разницы, какой вариант выбирать. Level sequence мы используем лишь для того, чтобы запечь анимацию. Если мы откроем level секвенсы, которые делали ранее на другом уровне, то есть не LV Animations, то наш персонаж будет красным, так как level sequence его не нашел, а объекты с молнией он создал без проблем. Мы реализовали самый простой метод движения и анимаций. В нашем случае персонаж представляет собой капсулу, которую мы перемещаем, а скелетная сетка внутри подстраивает анимацию на основе расчета скалярного произведения векторов. Эти данные передаются в Blend Space, и уже в нем подбирается подходящая анимация. Вот и вся наша схема. То есть скелетная сетка – это декорация. Все наши анимации и движения – это просто бег на месте. В Blend Space мы указывали две направляющие – это Forward и Strafe. В чьих-нибудь других видео вы скорее всего увидите другие вариации, например через Speed и Direction. Есть другой вариант движения и анимации – это Root Motion, полная противоположность нашему варианту. Здесь анимация играет ключевую роль. Как понятно из названия, это перемещение root кости, от которой мы избавились еще в зачатке. В этих анимациях персонаж бежит не на месте, а в пространстве, и уже капсула подстраивается под анимацию. Мы нажимаем кнопку «Вперед» и запускается анимация движения вперед. Капсула следует за анимацией, и таким образом персонаж двигается. Мы никак не можем регулировать скорость перемещения, кроме как увеличить скорость самой анимации. Как несложно догадаться, данный способ очень привязан к анимациям, и если анимации плохие, то и управление будет таким же. Персонажи с таким управлением обычно тяжелые и неповоротливые, как КамАЗ, но это уже зависит от анимаций. Из плюсов очень красивая и правильная анимация, и вроде как проще программировать, так как нет расчетов скорости, но это не точно. Также они используются для второстепенных анимаций, которые перемещают персонажа, например перекат. Вроде как такое управление можно встретить в GTA 5, RDR 2 и Smooth. И последний вариант из адекватных – это относительно новый Motion Matching. Это смесь первого и второго. Автоматически просчитывается траектория движения, и на основе этой кривой подбирается подходящая анимация из базы данных. База анимаций формируется из Root Motion анимаций. Root Motion анимация – это перемещение в пространстве. Соответственно, из нее можно сформировать кривую, которая и будет сопоставляться с траекторией движения. Идейно это очень похоже на первый вариант. Мы рассчитывали Forward и Strafe, и на основе этих данных получали анимацию из Blend Space. А тут у нас готовая траектория, которая также получает анимацию из базы данных анимаций. Метод использует Root Motion анимации, но при этом является капсульным. То есть управление удобно как при первом методе, а анимации красивые как при втором. Однако настройка гораздо сложнее, чем Blend Space. Motion Matching – это не панацея. Если вам нужно движение в приседе или спринт, то вам придется формировать отдельную базу для приседа и отдельную базу для спринта и переключаться между ними. То же касается и нашего варианта, только вместо баз у нас будет Blend Space, также один для движения в приседе и один для спринта. Ходьбу, бег и спринт теоретически можно объединить, но не факт, что результат получится хорошим. Если интересен Motion Matching, то можете скачать себе проект Game Animation Sample, его еще называют GAS или GASP. Вторым и третьим способом я почти не пользовался, поэтому мог где-то приврать. На этом мы закончим.